Всем привет! У меня первый выезд на моем электрическом велосипеде на основе Giant Cross FD806. Сейчас я педали не кручу, еду на средней мощности на троечке и вот рассказываю вам про это дело. От Киева отъехал уже, вот сейчас опять начал крутить педали. От Киева отъехал уже 40 километров. Не устал, еду с педалями, но мне просто так больше в кайф. На подъемах включаю просто большую мощность электровелосипеда, и все здорово. Вот еду, первый у меня такой туристический выезд с палаткой и тест моего электровелосипеда. Пока я очень доволен, ребята, все здорово. Все, что я хотел, хоть с небольшими шероховатостями, все это дело получилось у меня. Вот, потом я расскажу подробно, какими этому будет посвящено отдельное видео. А сейчас я просто хочу с вами поделиться радостью поездки, радостью велосипеда. Это первая моя поездка с палаткой, которая будет после начала войны, после 24 февраля. И еще погода у нас такая хорошая стала. Были дожди, я 3 дня откладывал выезд, но сейчас все просто замечательно. Вперед! Наконец-то я выбрался на природу. У меня первая ночевка в палатке с 24 февраля 2022 года. К сожалению, до этого момента из-за вторжения русских фашистов в Украине, в Украину, я не мог этого делать. И теперь, когда ситуация в Киеве немножко стабилизировалась, вот у меня сегодня первый такой выезд, и чему я очень-очень рад. Но речь не об этом. Сзади меня немножко видно. У меня сегодня не просто первый выезд, а тестовый выезд на моем новом электровелосипеде на основе складного велосипеда Giant FD806. Где-то месяц я делал этот велосипед. Сразу скажу, что все прошло просто замечательно. Я проехал 60 километров. Тестил его в разных режимах, расход батареи, скорость. Нагруженный был велосипед, ну так, близко к верхней планке, скажем так. То есть я взял практически все, что я беру в обычный поход на обычном велосипеде. И я благополучно доехал как по асфальту, так по песочной грунтовой дороге. Вот, немножко про электровелосипед, то есть поговорим, да, немножко про это дело. Давайте. Прекрасно такое утро, птички поют, ну вообще красота, лишь бы только дождь не включили. Велосипед у меня на основе мотор-колеса. Я потом отдельно, когда буду плотно снимать про именно электрику, я все расскажу. Сейчас в общем. Мотор-колесо редукторная, 350 ватт мощность. Основные данные: батарея 29 ампер часов, 36 вольт напряжение, 5 скоростей, электронных скоростей имеется в виду на дисплее.
управления и система PAS. Вот, если коротко, то вот этих основных, ну и контроллер, понятно, соответствующий. Вот с этих основных частей и состоит мой электровелосипед. Я не собирал его сам. Сейчас у нас в Украине можно отдельно купить набор, поставить самому. Но стоимость, например, сборки у ребят, которых я заказывал, всего 500 гривен. То есть я посчитал, что за 500 гривен, ну, не хочу я ничего сверлить, там, устанавливать, переспецовывать колеса, т.т. То есть намного удобнее заплатить эти деньги и пусть ребята сделают. Вот. В общем и целом установка прошла процентов на 90 благополучно. Единственное, что у меня возникла проблема с задним колесом. Потому что размер шины родной джайнтовской, у меня еще стоят джайнтовская родная резина, потому что вот этот складничок, он у меня лежал в гараже, ну, наверное, года 4, просто без дела. Я его купил в свое время под съемку, чтобы, например, ездить там с лагеря в магазин, ну, пару раз ездил, и потом, к сожалению, получилось так, что он стал ненужным. Вот. И теперь я подумал, если у меня есть велосипед с отличной жесткой рамой, такой мощной рамой, а у 806 Джайна она реально отличается от современных вот этих круглых, таких выгнутых рам у складных велосипедов. И на мой взгляд отличается в лучшую сторону. Она реально такая мощная. То туда вполне встанет мотор-колесо. Но возвращаемся к резине. Размер резины 2 на 1,5 родной. Она слабенькая. На переднее колесо она пойдет. Но вот на заднее колесо под нагрузкой, ну я смотрю, что ну не проеду я долго. Но вот слабенькая, нежненькая она. И давай, значит, я искать резину. Думаю, может есть такой типа размер потолще. Оказывается, это очень редкий тип размер, его либо надо заказывать, либо искать. Я не люблю, когда надо что-то вот дефицитное ставить на какую-то технику. В Украине у нас в магазинах, вот ты можешь пойти и купить минимальный размер распространенной резины велосипедной, это 2 на 1,75. Вот. Ну, потом я эту историю расскажу. Сейчас коротко. У меня сюда стала резина 2 на 1,95. Мощная. Встала она впритык, но встала. И в результате я могу не бояться, что под нагрузкой, под весом у меня эта резина лопнет или потрескается. Вообще, собственно говоря, одна из самых главных причин покупки электрооборудования на вот этот велосипед — это путешествия или поездки именно с велоприцепом двухосным. Сейчас у меня делается двухосный велоприцеп. Он в процессе производства. Он будет делаться вручную, я договорился. Вот, потому что, ну, тоже по ряду причин потом расскажу. Сейчас не хочу как бы долго отходить от темы. И понимаете, на педалях груженный, ну, не уедешь сильно далеко на маленьком велосипеде, хотя, в общем-то, у него 6 передач сзади. Можно переднюю звезду уменьшить, тогда будет легче крутить, но все равно. Как бы ты, я не люблю, например, на любом велосипеде ездить в день больше 60-70 километров. На мой взгляд, это нездравая ситуация, тем более груженный, ну, может, на каком-то карбоне там весом в 5 килограмм образно. И да, ты пролетишь это расстояние нормально, но на груженном туринге, туристическом велосипеде, ну, это смерть коленям и всем остальным. То есть ты приезжаешь конкретно такой убитый, и тебе уже ни до чего, то есть хочется попить чай, там покушать и лечь спать, отдохнуть. Вот. А если еще и горки, то это еще все усугубляется. То есть, чтобы приезжать не совсем убитым, а таким уставшим или приятно уставшим, да, то есть разница между этими понятиями все-таки есть.
Я же еду не ставить какие-то супер какие-то рекорды, знаете. Я еду получать удовольствие. Соответственно, чтобы тянуть какой-то груз, вот я решил поставить вот этот электронабор. Но при этом я все время кручу педали. Постоянно. Во-первых, по привычке. Во-вторых, мне это нравится. И в-третьих, тренировка ног. Но я приезжаю, я такой хорошо уставший, приятно уставший, но я не убитый. То есть у меня еще есть силы что-то делать, что-то снимать. И вот в этом плане электрика, ну, она просто вне конкуренции. Вот сейчас у меня был такой тестовая поездка, тестовая поездка. Краткие итоги какие, что получилось. Значит, у меня есть 5 скоростей на нем, электронных скоростей, которые я переключаю на дисплее. От 1 до 5. Чем выше число, тем сильнее мотор мне помогает. То есть 1, 2 это считается, ну, я почти сам кручу педали. Тройка это средняя. Четверка, пятерка практически мотор-колесо крутит педали за меня. Ну, на пятерке можно вообще не крутить. Вот эти 60 километров я сюда проехал на тройке. Средняя скорость была примерно 20-22 км в час. То есть я ехал как на обычном электровелосипеде, примерно с таким же усилием на педали, с таким же усилием на коленях. Но если я груженный полностью еду на обычном электровелосипеде, у меня средняя скорость 15-16 км в час, то сейчас у меня средняя скорость была 20-22 км в час. Это раз. Второе, что самое важное. Самое тяжелое для велосипедиста это встречный ветер и подъемы. И вот когда были подъемы, я переключался на четверку. То есть я этот подъем прошел, практически усилие у меня такое же, как по ровной дороге, я тоже помогаю. И в результате я не убиваюсь на этих подъемах. Что получается? То есть, мне очень нравится, если честно, результат просто супер. И я проезжаю как бы нужное расстояние за меньшее количество времени и не уставший. Очень важно, чтобы вам правильно настроили систему PAS. Хочу на этом отдельно остановиться. У меня система PAS настроена правильно. И как она у меня работает? Вот основной режим у меня по опыту сейчас тройка, когда я еду на педалях. Как он начинает работать? Он включен постоянно. Я сажусь на велосипед и стартую с педалей. Делаю где-то 3 оборота, примерно 3, 4, 2,8 оборота, плюс-минус. И только в этот момент подхватывает мотор-колесо. То есть этот момент очень важен, нужно немножко приноровиться. Потому что вот у моего друга, например, у него тоже электровелосипед, у него 3 передачи. И у него мотор-колесо подхватывает буквально с четверти оборота. Это крайне неудобно, потому что, например, где-то на перекрестке ты только стартанул, и тебя уже кидает вперед мотор-колесо. Он ее выключил и ездит просто на ручке газа. Я же на ручке газа вообще не езжу. У меня всегда работает система PAS. Это имеет определенные нюансы, к этому нужно приспособиться. То есть, например, если вы подъезжаете к перекрестку, я заранее, например, делаю 2 оборота, меня PAS толкает вперед секунды где-то на 2,5, на 3. Я перестаю крутить и дальше докатываюсь просто до перекрестка или до светофора уже на ходу и торможу. К любому надо привыкнуть, то есть даже вы на новую машину садитесь, к ней надо привыкнуть. Здесь то же самое, я считаю это абсолютно нормальным. Вот. Дальше, что мне очень еще сильно нравится. Вот грунты сейчас, такие вот дороги. Тройка слишком много. Меня бросает вперед слишком сильно. Я одним движением пальца переключаю на двойку. И в результате меня
колесо, когда я делаю те же 2 оборота, просто легонечко подталкивает вперед, что мне и надо. То есть мне не надо по песку мощный рывок. Мне надо, чтобы он тихонько мне помогал. Я переключился на двоечку, и вот я по песку на двойке абсолютно спокойно, но по укатому песку, подчеркиваю, еду и даже не парюсь. Крайне удобно. Когда нужно, делаю пару оборотов, я уже знаю, когда нужно, например, да, когда нужно, останавливаюсь. И в результате, что я вам хочу сказать, я проехал 60 километров вот до этого места, где я нахожусь, и у меня, конечно, какое-то количество заряда, естественно, оно израсходовалось, но на дисплее почему-то у меня не исчезло ни одно деление. Я крайне был удивлен, это при всем при том, что сейчас осень, температура уже 10 плюс-минус, а для лития это уже типа холод. То есть в любом случае 10 градусов туда-сюда уже от емкости отнимаете минус 20%. И вот такой вот у меня получился результат. То есть в принципе, если мне надо, например, проехать километров 100-150, да, я могу сочетать активно педали, давайте назовем их так, переключение электронных скоростей на дисплее. То есть когда я уставший, переключил на 4, но все равно подкручиваю, да. Какое-то время опять проехал на 3, на горке опять переключил на 4. И вот комбинируя вот таким образом, если есть необходимость, мне кажется, что можно уехать на достаточно большое расстояние груженным и таким образом расширить ареал свой посещения или заехать в какие-то новые места, да. В принципе, если даже батарея сядет, потихоньку на педалях можно доехать. Вот такие у меня первые впечатления об электроколесе, электроколесо, говорю по привычке, о моем электровелосипеде. Какие сходу у него недостатки? Первое и самое основное, это в принципе абсолютная водонезащищенность. К сожалению, это так. Давайте опять разделять по понятиям. Есть дисплей, есть батарея, есть контроллер и есть само колесо. Вот 4 компонента. Дисплей, он вообще никак не защищен. То есть мне сразу предупредили в магазине, что попадание воды не является гарантийным случаем. И у него водозащищенности нет слов совсем. То есть я что сделал, я потом вам покажу. Сшил такой чехольчик просто на липучке. И он у меня в быстром доступе все время возле руля скрученно лежит. То есть если моросит или что, я сразу раз и дисплей этот накрыл. Защищаются. Батарея более-менее защищена, корпус пластиковый, но с правой стороны батареи есть разъемы. Защищены они так себе. И с левой стороны батареи есть разъем под ключ, который замыкает батарею, чтобы ее снять и поставить. Тоже для воды полный простор. Тоже я сшил чехол, значит, тоже он у меня в пределах быстрого доступа. То есть, если дождь, я быстро раз его одел на резиночке из непромокаемой ткани. Контроллер более-менее нормально защищен. Там пластиковый корпус. Вот, я его трогать не стал, но потом я все равно на него сделаю тоже какой-то чехол, в принципе. Мотор-колесо. С этим поинтереснее. Да, там, конечно, вода так не пройдет, как в дисплее, например, но крышка мотор-колеса, она плотно, как правило, закручена, да, вот, но вода туда, как мне рассказали, попадает потихоньку, если ездить по сильному дождю, по лужам с брызгами, через реку переводить, то вода попадает через сальники оси все равно. Поэтому, скажем так, наверное, я так думаю, это мое мнение, что все-таки погружать его в воду не стоит однозначно, переводить через реку не стоит однозначно.
И, в общем-то, под сильным дождем долго тоже не стоит ездить. Ну, вот такая проблема есть. С этим надо мириться. Вот. Ничего тут не сделаешь. То есть, либо переждать какой-то сильный дождь, останавливаться, либо потом, не знаю, прятаться куда-то. Такой вот недостаток и такая вот особенность. Что хочу сказать по батарее. Батарея, как любой ресурс, как любая вещь, как любое значимое приспособление, имеет свой ресурс. Чтобы вы знали, если даже вы не ездите, просто у вас электровелосипед, либо другой какой-то там электроколесо, сегвей на литии, который просто тупо стоит в гараже или дома, отсчитывайте минус 10% ухода емкости батареи каждый год. То есть вот 100%, допустим, вы купили, даже если вы супер следите за батареей, минус 10% все равно, это амортизация. Вот. В лучшем случае через 5 лет от изначальной емкости батареи у вас останется 50%. Это если правильно за ней следить, хранить ее правильно заряженной, там не ездить при минус 20, ну и такое все прочее. Вот. Ну что делать? Бесплатного у нас нет ничего. Опять же, в машину надо заливать бензин, чинить двигатель, шаровая, туда-сюда, ходовая. То есть, ну, все имеет как бы свою цену. Просто чтобы вы понимали, что это далеко не бесплатный вид транспорта. Вот, что электроэнергия тоже стоит денег, а в розетку тоже надо заряжать, и это тоже стоит денег. И на сегодня примерно в украинских гривнах я посчитал, если растянуть вот стоимость новой батареи, на сегодня, на февраль, февраль говорю, на сентябрь 2022 года новая батарея вот на 29 ампер-часов стоит 15,5 тысяч гривен. Курс доллара 40, ну в среднем 40. Вот, поэтому в месяц получается амортизация батареи плюс-минус 300 гривен. Это там 8 долларов. Ну давайте увеличим до 10 для ровного счета. То есть когда вы вот купили электровелосипед, отсчитывайте, что вам себестоимость ее использования обходится в 10 долларов в месяц. То есть, допустим, если через 5 лет он же у вас останется, то у вас должна быть сумма, там, грубо говоря, в 15,5 тысяч гривен, или переведите на доллары, для покупки новой батареи, а на старой вы там можете ездить на какие-то короткие расстояния. Вот. Ну что, в принципе, это все, что я хотел вам в первом приближении сказать. Будем ждать прицепа, будем тестить, как будет себя вести батарея с прицепом. А на этом все. Всего вам самого хорошего. До свидания.